Я буду говорить о больших общих вещах и потом перейду к практической части, потому что вы здесь за информацией, за знаниями. Фоном к этому разговору будет нарезанный процесс натюрморта по фото, пиала, в которой лежит красный виноград, пишу по синему гуашью и карандашами. Далее я не буду рассказывать о натюрморте, а буду концентрироваться на том, что значит искусство. Сразу возникает широкая картинка, в которую входят литература, театр, живопись, скульптура, музыка, кинематограф, фотоискусство, танец. Представим себе нить нашей истории с древних времен, на которую бусинами нанизано искусство, как документальное свидетельство, отражающее социальные, политические и культурные ценности. По этой причине я считаю, что история искусств неотъемлема от истории в целом. Сегодня будет ода прекрасному, что характеризует человечество с лучшей стороны. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. О искусстве в целом, о том, зачем учить истории искусств. Я не искусствовед, поэтому постараюсь показать практическую пользу знаний. Раз уж я начала с истории в целом, скажу, что даже знание хронологии художественных направлений дает понимание событий, философии и культуры своего времени. И в каждом таком направлении, помимо живописи, литература и музыка. Мы так любим говорить о французском импрессионизме и даже не вспоминаем о композиторах Сати, Дебюсси, Равеле. В литературе натурализм Золя и целые плеяды поэтов. Широкий взгляд на искусство объединяет прошлое и настоящее. Какое может быть у нас настоящее, если мы не знаем прошлого? Теперь о практической пользе вопроса. История искусств – это неисчерпаемый источник идей и визуальных решений. Анализируя, какими композиционными средствами в разные эпохи решали проблемы организации плоскости, управления взглядом, передачи смысла и эмоций, художник расширяет свой творческий инструментарий. Мы учимся у великих. Понимание искусства помогает избегать клише и находить собственные творческие решения. Понимая контекст, в котором создавались произведения, художник начинает яснее видеть место своего творчества в современном культурном поле. Я снова говорю о историческом контексте, потому что художник – дитя своего времени. История искусств для художника – это практический инструмент, а не абстрактная наука. Техническое обучение через копирование работ мастеров – это анализ техники, развитие навыков и просто вдохновение. Этот процесс помогает понять композицию, работу с цветом, изучить направление мазка или штриха. Копировать – это пробовать по-разному. Смотря что вы хотите взять из работы мастера, может быть это работа с тоном, может цветовое решение, возможно расположение композиционных пятен. Конечно, может быть профессиональное копирование с учетом всех технических приемов старых мастеров, но я сейчас не об этом. История искусств дает художнику карту, компас и ориентиры. Она учит не подражать, а мыслить, превращая творчество из интуитивного акта в осознанный и насыщенный смыслом диалог со временем. Это архив решений. Допустим, столкнувшись с проблемой, как передать движение, направление или, может быть, даже тишину, человек не начинает с нуля. Он вспоминает, как барокко решала это динамикой, а минимализм – пустотой. Это не плагиат, а диалог. Диалог с историей. Можно понять, отвергнуть или трансформировать найденное, экономя годы проб и ошибок. Это система координат для самоопределения. Зная исторический контекст, художник понимает, на что и почему он реагирует. Его личный стиль кристаллизуется не в вакууме, а через осознанный выбор.
Превращение интуитивного предпочтения в обоснованную позицию. Это язык профессионального общения. Работа перестает быть просто красивой. Она становится звеном цепочки культурных отсылок и высказываний, что серьезно повышает ее ценность восприятия. Это прививка от наивности. Понимая, что большинство революционных приемов уже имели место быть, художник избегает изобретения велосипеда. Вместо этого он фокусируется на личном высказывании, находя новое, отталкиваясь от старого. Таким образом, история искусств выводит нас из прошлого в настоящее, дает нам рабочий метод, интеллектуальный фундамент и карту для навигации в собственном творчестве. Это превращает ремесло из навыка в осмысленную практику. В 21 веке, в который мы все погружены, искусство стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, даже для тех, кто далек от мира творчества. Оно проникает в бытовые мелочи, и мы, сами того не замечая, постоянно делаем выбор, оценивая предметы своим внутренним чутьем. У каждого из нас есть вкус. У меня есть убеждение, что истинный вкус невозможно воспитать без погружения в историю искусств. Изучая историю искусств, наш взгляд оттачивается, он начинает улавливать совершенство пропорций, гармонию цветовых сочетаний, глубину образов. Все эти наблюдения, накапливаясь, обогащают наш эмоциональный мир. И постепенно мы осознаем, как меняемся, насыщая нашу душу искусством. Обучение истории искусств – это, по сути, диалог с прошлым, с поколениями художников, архитекторов, скульпторов, каждый из которых оставил свой след. Изучая их работы, мы учимся у них мастерству, постигаем их мировоззрение, их стремление к совершенству. Это не пассивное потребление, а активное включение в культурный процесс, который обогащает нас духовно и интеллектуально. Развивая свой вкус через призму истории искусства, мы обретаем способность к критическому мышлению. Мы перестаем быть наивными потребителями, легко поддающимся сиюминутным модным влияниям. Вместо этого мы начинаем ценить подлинное, долговечное, то, что выдержало испытание временем. Это касается не только произведений искусства, но и дизайна, архитектуры, повседневных предметов, окружающих нас. Чтобы понять, что хорошо, а что нет, нужно иметь широкие взгляды. Откуда они берутся? Из широких знаний. Мы можем сравнивать. Теперь, что касается рисующего ребенка и изучения истории искусств. Могу поделиться своим опытом. Это дает базу, она развивается насмотренностью с детства. Я училась в художественной школе с 9 до 14 лет. Мне очень нравилась история искусств. Мы слушали лекции, смотрели репродукции на проекторе слайдов. Это были в основном шедевры мирового искусства. И нам не рассказывали о исторических контекстах этих полотен. Для меня до сих пор загадка, как детям можно рассказать о свободе на баррикадах Делакруа без привязки к Великой Французской революции. Может быть потому, что революция не детского ума дело. Но тем не менее, все показанное осело навсегда в моей голове. Позже, когда я училась в художественном училище 14 лет, мы говорили о структуре, о цветовой гамме. И самым сложным было понять, что хотел сказать художник. И признаюсь, что до сих пор я не уверена в том, что же он хотел сказать. Потому что сказать он мог одно, а интерпретирует как угодно. Зато можно почитать о произведении, попробовать увидеть его под другим углом, разобраться со своими ощущениями, согласиться или нет. И это интеллектуальная работа. И раз уж я рассказываю о том, что касается меня лично,
что поведаю о переписке с одним рисующим молодым человеком. Как часто бывает, перекинулись парой слов, и разговор завязался. Он хорошо владеет цветом, но его сюжеты показались мне невнятными. Он просил оценить его своеобразные портреты, а я не берусь за критику, потому что она может быть обидной, и проще показать это в каком-то историческом контексте. Посоветовала ему переосмыслить портреты Модельяне и обратить взор к экспрессионистам, ведь я угадываю в его работах ту же связь форм. А позже я поняла, он жаждет уникальности в творчестве, не ведая, что она коренится в знании, а не в невежестве. Чем больше знаешь, тем свободнее, увереннее чувствуешь себя в творчестве. Рефлексия необходима. Недостаточно просто потреблять информацию. Необходимо активно ее осмысливать, сравнивать, анализировать. Почему одно произведение вызывает восхищение, а другое – отвращение? Какие приемы использовал автор для достижения нужного эффекта? Какие исторические и культурные контексты повлияли на создание этого произведения? Задавая себе новые и новые вопросы, отталкиваясь от того, что мы видим на холсте, мы даем себе новый опыт, коему неоткуда взяться в повседневности. Я не раз слышала от новичков в рисовании, что не нравится современное искусство. Дегуманизация искусства и отказ от изображения понятной реальности вызывает ступор, так как зритель не может найти привычных эмоций, за которые можно зацепиться. Поверьте мне, если разобраться в этом глубже, может быть очень интересно. Признаюсь, что есть художники XX века, вызывающие у меня отвращение. Если я нахожусь в Большом музее, для меня душевный труд быть в залах шалея окошки. Мне физически неприятно их творчество. А что делать? Это человеческое. Мы имеем право на отвращение, но место этих художников в искусстве неоспоримо. Я этим хочу сказать, что профессионал отделяет себя от предмета изучения. Мы понимаем все в искусстве, но принимаем только то, что резонирует с нами лично. Если вы будете самостоятельно изучать историю искусств, удивитесь, как мы изначально много знаем о ключевых эпохах. Искусством пропитана наша жизнь. Можно начать изучение в хронологическом порядке от античности, а можно с того периода, который вам близок, и постепенно расширять знания. Концентрируясь на одном периоде, вы увидите отсылки к прошлому и к настоящему, потому что все взаимосвязано. Спасибо вам, что разделили со мной этот разговор о прекрасном. Прошу, оставьте комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи на моем канале через неделю.